Оформление в жизнь. Человеку, как, впрочем, и любому существу одушевленному и объекту неодушевленному, выделяется время. Время на жизнь. Кто его выделяет? Выделитель, распределитель времени называется судьба. Внутри времени размещаются события, которые произойдут с этим объектом или субъектом. Кто их размещает? Кто их выдает? Карма. Судьба выделяет время, карма насыщает его событиями. Человек живет отведенное ему время, участвуя в событиях, выделенных ему. Время разворачивается через понятие мозгом, события фиксируются через чувство сердцем. Понятия стыкуются с событиями, а человек может словесно определить, описать свою жизнь. Если у человека понятий больше, чем событий, он становится фантастом, фантазером, говоруном. Он очень любит пересказывать свою жизнь, добавляя к ней вымышленные события, которые он наблюдал у других людей. Если у человека чувств больше, чем времени, выделенного на них, он замкнут, неразговорчив, деловит, работоспособен. Если у человека кончается время, он умирает. Если у человека кончаются события, он сходит с ума. Когда у человека кончается время, а события остаются, его дело живет после смерти, его делают другие. Когда у человека кончаются события, а время остается, он уходит в одиночество, пророчествуя, или становится миссионером, посвящая себя служению Богу, людям, кому-то из людей. Так устроен событийный мир. События в нем размещаются во времени лично для каждого. При появлении многих несовершенных, то есть наполовину что-то закончивших, возникает общая траектория. На ней обитают, делая общее дело или интересуясь делами других, формируются профессиональные коллективы из желающих помочь и способных сделать, создаются семьи из заботящихся и позволяющих о себе заботиться. Наконец, формируются условные рефлексы, привычки. Возникают монархии или позволяющие доделать их дела. Монарх – тот, чье время кончилось, а события остались. Поскольку время приносит с собой новорожденные дети, то монархи окружают себя детьми и рождают много детей. Демократы – те, у кого есть время, но нет событий. Они заботятся о стариках, так как старость отдает события. Демократы ищут себе занятия, охотно влезают в чужие дела, ощущая себя нужными. Особенно их внимание привлекают диктаторы, монархи, правители. Совершенные или те, у кого все есть и распределено более-менее равномерно, ориентируются вообще не на свой возраст. Они лавируют между монархией и демократией, составляя средний класс, избегают монополии на какой-либо род деятельности, но и отказываются от малого бизнеса, мелких проектов, слишком распространенных. Кроме событийного времени, существует ритмовремя. Ритмовремя извлекается ритмами из циклов. Кроме обычных событий, существует ритмособытия. Метод ритм-ритмика-ритмология позволяет иметь дополнительное время для жизни и дополнительные события. Постепенно ритмовремя опережает событийное время и управляет им. Постепенно, с набором ритма опыта, ритмособытия, обогащающие обычные, становятся важнее. В расе лучистых ритмовремя и ритмособытия используют обычное судебное время и обычные кармические события для отражения и отображения. Кто выделяет ритмовремя? Время. Кто формирует ритмособытия? Пространство. Ритмовремя способно входить в обычное время и обычное событие. Ритмособытия способны размещаться в обычном времени и обычном событии. Ритмометод Семерноль-Едлм помогает быть адекватными, встретившим свое время. Метод поможет деловым людям, встретившим свои события. Ритмометод Семерноль-Едлм позволяет управлять жизнью, корректируя ее длину и насыщенность. Каждому, кто начинает пользоваться ритмовременем и ритмособытиями, предъявляются следующие требования, впрочем, весьма несложные. Первое. Выполнять законы Радаста.
Второе. Быть свободным от глупости, грубости, слабости, дурных привычек и всего, что мешает наслаждаться жизнью и быть коммуникабельным. Если вам что-то мешает жить и радоваться, значит, это нужно удалить от вас, чем и займется ритмовремя. Если вам чего-то недостает до счастья и радости жизни в знакорядах, то этим и займется ритмособытие. Ритмомеры призваны защитить вас от неудач и заполнить вашу жизнь успехом и счастьем. Ритмовремя, которое вы получаете из ритмов при их прочтении, прослушивании, заучивании наизусть, на начальном этапе попадает на общую траекторию к световым друзьям. Ритмособытия, которые вы создаете ритмиками, проводя их на конкретную тему, тоже попадают на общую траекторию. Ритмометод Симмер-Нолидл учитывает ваше отсутствие знания о собственной жизни в целом. Постепенно вы будете знать все, что вам выделила судьба и чем наделила вас карма. Знание обо всем, что вам было выделено лично, как время и события, что вы уже израсходовали, а что вам еще осталось, дает ритмология.